Христос воскресе, друзья! У меня есть одно невыполненное обещание, которое я все пытаюсь, вернее, я бы не пытался даже его выполнить, но наконец добрался до него. Часть моей жизни связана с городом Елабуга, поскольку я там учился заочно и постоянно приезжал туда. Этот городок, где на каждом шагу находятся храмы, и вокруг в селах храмы, и там в лесах разрушенные храмы, что-то еще. Много всего интересного. Прекрасные священники там служат, и прекрасные алтарники. Вот один из алтарников где-то месяца 2-3 назад написал мне и прислал видео, Дима прислал видео, которое они вместе сделали про один старинный полуразрушенный храм. Это храм в селе Бехтерево в честь... Село это переименовано в честь Бехтерева, знаменитого психиатра, который там был крещен когда-то в этом храме. Значит, храм Петра и Павла, огромный храм. Этому храму больше 200 лет, представляете? Обычно большинство храмов, которые вы видите, старинных, но это, скорее всего, конец, чаще всего, это конец 19 века. Они недолго-то и простояли, их потом вскоре разрушили. А этому храму 200 лет. 200 лет храму, огромный. Там есть большой холодный храм, в котором сейчас крыша там провалена, да, и невозможно служить. Храм в честь святых апостолов, первоверховных. А слева и справа есть два теплых предела. Не знаю, это насчет двух, один точно теплый, в котором сейчас проходит служба в честь введения во храм Пресвятой Богородицы и в честь Василия Великого. В честь Василия Великого. Вот там толстые стены, там приход такой милый деревенский, они на службу приходят с едой, вот по литургии сали, причастились, а потом там в притворе устанавливают стол, достают там свои кастрюли, накрывают его и кушают, и разговаривают друг с другом. То есть такое, интересное очень место. И вот про это место сняли маленький ролик на 5 минут. Я посмотрел, мне показалось очень скучно, потому что там, вроде бы никакой анимации, рисовки нет, а в начале такая красивая притча, в начале этого ролика, который вы сейчас посмотрите, красивая притча. Но все равно попросил бы просто вас посмотреть этот ролик, хотя бы ради того, что он озвучен известным современным актером и диктором таким Сергей Чонишвили. Бесплатно помог сделать озвучку. И реально профессионал, очень красиво все звучит. А съемки, которые сделали ребята с квадрокоптера, какие-то архивные фотографии достали, все так красивенько подделали. Может быть, они покажутся однообразными, но 5 минут точно можно выдержать. Так что смотрите, если у кого-то будет желание каким-то образом материально пожертвовать, поддержать этот приход на восстановление храма, то ссылку я оставлю внизу. А вдруг какой-нибудь там крутой меценат посмотрит и скажет: так давайте поможем, там я может быть, вложусь, чтобы этот храм хотя бы там, не знаю, куполом покрыть. Кто знает, и с этой целью мы тоже в интернет выкладываем этот ролик. В общем-то, в любом случае, всегда очень трогательный, что-то в душе щемит, когда ты проходишь мимо старинных полуразрушенных храмов, или заходишь в них даже, или смотришь ролики про них. Это наша с вами история, разрушенная история. Последний священник, который служил в этом Петропавловском храме, он был расстрелян НКВД. А потом храм использовался там то зернохранилище, то клуб там даже был, да, то есть танцевали. Но сейчас там совершается божественная литургия. И слава Богу за это. В общем, приятного просмотра и прослушивания. Один странник остановился перед домом у дороги. В нем проходило собрание рабочих. Вдруг в доме наступила тишина. Рабочие преклонили колено и встали на молитву. Но один из них вышел и стал ходить вокруг дома. Спросил его странник: «Что происходит в доме?» «Молятся Богу». Мне стало стыдно, и я вышел. Странник замолчал в ожидании. «Кого ты ждешь?» — спросил рабочий. «Жду, когда кто-нибудь выйдет, чтобы спросить его о дороге». «Почему не спросишь меня?»
Я покажу тебе дорогу». Покачал головой странник и отвечал: «Как может показать правильный путь тот, кто стыдится Бога и своих братьев?» Церковная архитектура — это воплощенное в камне слово евангельской проповеди. Не случайно великое множество храмов было разрушено и обезглавлено в годы богоборчества и воинствующего атеизма. Ибо даже внешний вид храма и крест над его куполом свидетельствуют о Христе и его церкви. Этот храм в селе Бехтерево не стал исключением. Село Сарали Елабужского уезда Вятской губернии, известное ныне как село Бехтерево, расположено на территории Республики Татарстан, близ небольшого города Елабуги в 200 километрах от Казани. Знаменито село тем, что в 1857 году в нем родился ученый с мировым именем Владимир Михайлович Бехтерев. Духовная жизнь села Сарали была богатой и разнообразной, а, как известно, центром духовности и культуры на селе являлся православный храм. Нынешний вид храма удручает. Только нашими совместными усилиями мы можем восстановить его. Есть надежда, что с помощью Божией Петропавловский храм в селе Сарали-Бехтерево будет восстановлен, и в будущем проезжающим по автостраде путникам издалека будут видны купола Петропавловского храма.